Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Бабах! Всем привет, дорогие друзья, и я, как всегда, рад приветствовать вас на своем канале. В последнее время мы часто говорим о мафии, но лишь вскользь упоминаем ее создателя. И в этом видео я решил исправить это недоразумение. Сегодня мы поговорим о Дэниеле Вавре, отце серии «Мафия» и Kingdom Come Deliverance. Я долго думал, стоит ли вообще делать это видео, будет ли оно хоть кому-нибудь интересно, но в итоге я решил, что это, наверное, больше благодарность Вавре за лучшую игру, в которую я когда-либо играл. Я сейчас про первую мафию. И я уверен, что многие со мной согласятся. Я думаю, игроки должны знать своих героев в лицо, однако многие наверняка даже не представляют, кто это вообще такой. Хотя оно и не удивительно. Дэниэль Вавра, чешский разработчик видеоигр, сценарист, режиссер, дизайнер, закончил художественную школу, окончил сценарные режиссерские курсы, имеет музыкальное образование, владеет кузнецким ремеслом, основал собственную студию, попал на обложку Forbes, но при этом создал всего 2,5 игры. Поэтому я решил, что даже если это видео посмотрит 100 человек, то оно того стоит. Все знают, кто такой Кодзима, хотя поверьте мне, Вавра далеко не хуже. Игры, которые он создал, в корне отличаются от большинства проектов, но не своей странностью, а как раз наоборот. Их сюжеты и механики подчинены реализму, и игрока в них никто не жалеет. Это особый подход Вавры, и как раз об этом мы сегодня и поговорим. Но это не все. Мы узнаем жизненный и карьерный путь Дэниэля Вавры, немного поговорим об играх, которые он создал, разберемся, какие принципы он использует при создании своих игр, от чего отталкивается и чем руководствуется. Затронем историю основания собственной студии, ответим на вопрос, почему он покинул Tokyo Games и многое другое. Но самое главное, мы введем новый термин – метод Вавры. И ответим на вопрос, гений ли он или все-таки нет. Но перед началом я хочу пояснить три вещи. Первое. В этом видео мы не будем углубляться в сами игры, а поговорим только о том, что касается сегодняшней темы. Мы, безусловно, их затронем, потому что создание игр — это, по сути, большая часть жизни Дэниэля, но нужно понимать, что видео не об этом. Второе. В данном ролике будет очень много цитат, потому что это в первую очередь мысли, которые формируют представление о человеке. И третье. Иногда я буду называть Вавру Дэном, но не потому, что я не проявляю уважения или считаю его братюней, а потому что слово Вавра будет встречаться 72 раза, а слово Дэниэль 21 раз. Мне нужно было хотя бы слегка разбавить повествование в тех абзацах, где его имя встречается слишком часто. Ну, вроде совсем разобрались, а теперь наводите чаек, кофеек и присаживайтесь поудобнее, ведь мы начинаем. Итак, Дэниэль Вавра родился 2 сентября 1975 года в городе Рихнов над Кнежноу. Мать работала библиотекарем, а отец инженером-механиком. И с детства имел два увлечения – искусство и компьютерные игры. Наверное, именно поэтому он имеет художественное образование и работает в игровой индустрии. Однако играми он загорелся еще до того, как начал в них играть. Он узнавал о них из различных журналов, но затем родители подарили ему 8-битного монстра Didactic Gamma, на которого отец потратил всю зарплату. Хотя на самом деле технологически он сильно уступал аналогам Запада. Юный Вавра подсел на игры и в один прекрасный момент понял, что в принципе он бы и сам не прочь их создавать. И по исполнению 18 лет он потратил все накопленные средства и купил Amiga. Но на тот момент игровая индустрия в Чехии была не такой развитой, как сейчас, и подходящих учебных заведений не нашлось. Поэтому Дэниэль, выбрав первое увлечение, поступает в школу прикладного искусства в Турнове и закончил ее по специальности гравировка.
Впрочем, стать разработчиком, видимо, было его судьбой, потому что именно художественное образование и обеспечит Вавре будущее в игровой индустрии. Так вот, Дэниэль заканчивает учебу и отправляется работать в рекламное агентство Типа в качестве 2D-художника. Однако в 1998 году он находит новое пристанище, и, как вы догадались, им становится Illusion Softworks. Попадает туда Вавра в качестве геймдизайнера. Однако, как он сам говорил, тогда не существовало такого понятия, как игровой дизайнер. Поэтому для себя он не видел никаких перспектив для развития в будущем. В то время студия работала над игрой Hidden Dangerous. Точнее, не работала, а была уже на финишной прямой, так что единственное, что успел сделать Вавра, это нарисовать всего пару текстур. Но параллельно с этим Illusion Softworks уже начали работать над концепцией своей следующей игры. Точнее, работать над ней начали еще в 1997 году, до прихода Дэна, когда в студии работало всего 5 человек. И по первоначальному плану новой игрой должна была стать фэнтезийная RPG про викингов. Но идея заглохла, и команда взяла новый курс. И на сей раз им оказался симулятор вождения с элементами экшена. Как вы уже знаете, если смотрите мои видео, изначально игра называлась Gunster, однако позже название сменят на Mafia La Cosa Nostra, а еще чуть позже на более красивая Mafia The City of Lost Heaven. И вот тут уже Дэниэль Вавра раскрывается во всей красе. Он всегда интересовался той эпохой... какой той? Эпохой, в которой гангстеры чувствовали себя как рыбы в воде. Он много читал, причем не только про саму мафию, но и про политику. Смотрел фильмы, которые показывали в то время, и в частности источником вдохновения для новой игры стали «Крестный отец» и «Славные парни». И именно отсюда у него сформировалось представление о том, какой должна быть игра про гангстеров. И на тот момент разработчики сами не понимают, как именно должна выглядеть игра. И как раз тут в игру вступает Вавра. Он плотно включается в процесс, начинает предлагать свои идеи, и в один момент ему доверяют написание сценария. И если вы думаете, нифига себе круто, мужик поверил в себя, проявил инициативу и поднялся, но на самом деле все было немного иначе. Так как четкого деления на должности в студии не было, каждый занимался всем понемногу. И, как опять же говорил сам Вавра в одном из своих интервью, такая работа типа геймдизайнера и сценариста считалась простецкой. Цитирую: «для низших сословий». Никто этим особо заниматься не хотел, и именно поэтому написание сценария и доверили молодому художнику по имени Дэниэль Вавра. Он оказался мужиком непривередливым и принял это предложение. И, как мы теперь уже знаем, не зря. Сам Вавра не обладал навыками режиссуры, но даже тогда понимал, как и чем можно удивить игроков, хоть и владел он ровно одним режиссерским приемом – пролетом камеры. Это опять же его же слова. И это очень хорошо видно по многим кат-сценам игры. Однако он загорелся этой работой и начал учиться прямо на ходу. Изучал режиссуру, читал книги о том, как нужно писать сценарии, и, видимо, учился он неплохо. И под его надзором игра приобретает совершенно другой вид. Именно он убеждает коллег, что в «Мафии» должна быть серьезная история. И как раз вот цитата тех самых коллег. Изначально предполагалось, что игрок будет полицейским. Когда Дэниэль Вавра взялся за сценарий, он поменял роль героя, и этот шаг резко изменил подход к дизайну игры. Позже Вавра станет не только главным сценаристом серии «Мафия», но и полностью возглавит разработку игры. А еще позже он станет лидером дочерней компании Illusion Softworks Silver Wish Games. Затем в 2008 году Take-Two Interactive выкупит Illusion Softworks, и последним проектом Вавры в стенах этой компании станет Mafia 2. Ну и пока мы не пришли к Mafia 2, вот вам забавный факт. Однажды Дэниэль Вавра получил оффер от крупной канадской студии. Они сказали, что у них открыты позиции креативного директора, ведущего сценариста, ведущего дизайнера и автора диалогов. И спросили, что из этого ему бы было интересно. На что Вавра ответил: «Ну, на моем прошлом проекте я делал все из того, что вы перечислили, так что даже не знаю». Это вызвало недоумение у компании, мол, у них так нельзя, и нужно выбрать что-то одно. Более того, Вавра получил и музыкальное образование, поэтому принимал участие и в разработке саундтреков. Вот такой вот он Дэниэль Вавра. И геймдизайнер, и сценарист, и саундтреки пишет, а теперь еще и собственной студией руководит. Короче, мастер на все руки.
Ну а теперь возвращаемся к основному повествованию. После выхода первой части Вавра немного поработал над игрой Wings of War и был ведущим дизайнером научно-фантастического шутера с главным героем женщиной, который назывался High Tech. Но он так и не вышел. И уже после этого Дэн начинает работать над Мафией 2. Я опущу историю создания самой игры и расскажу только то, что относится к нашему сегодняшнему герою. Кому интересна история разработки второй части, можете посмотреть предыдущее видео, к примеру, вот это, всплывашка сейчас на вашем экране, а также в описании будет ссылочка на данный ролик. И там, кстати, я рассказывал не только про Мафию 2, но и про первую и третью часть тоже, так что обязательно посмотрите. Так вот, к моменту создания второй Мафии Вавра окончил еще и сценарные, и режиссерские курсы, и имел определенный положительный опыт после разработки первой части. И в работе над Мафией 2 Дэниэль руководствовался теми же принципами. Он смотрел старые фильмы, изучал эпоху 50-х, и у него сложилось свое впечатление о том, каким должно быть продолжение. И тут, конечно, стоит отметить, что при создании Мафии 2 основная работа Вавры заключалась в написании сюжета. Как геймдизайнер в разработке он практически не принимал участия. Однако общая концепция и сюжетная линия была все еще на нем. Сразу были откинуты идеи с прямым продолжением и тесным переплетением сюжетных линий первой и второй части, так как большинство игроков именно этого и ожидали, и при таком подходе многие события в игре были бы предсказуемыми. Так что от этой идеи отказались. Также команда сразу решила, что их новая игра не будет строго реалистичной, но при этом она должна быть достаточно жесткой. Поэтому изначально были написаны различные факты о игре, мире, персонажах, и только потом из них выбирали самые подходящие и интересные. Вообще, метод, который использовал Вавра при создании своих игр, очень сильно отличается от метода других разработчиков и от подхода, которым привыкли руководствоваться издатели. И это стало одной из причин ухода Вавры из студии. Про метод я расскажу позже, а вот про уход поговорим поподробнее. При создании второй части Дэниэль часто ссорился с коллегами и испытывал давление от издателя. На это повлияло сразу несколько факторов. Тут и финансовая выгода, на вторую часть было потрачено куда больше денег, чем на первую, и, естественно, издатель хотел во что бы то ни стало окупить затраты. И долгий срок разработки, пока игра кочевала с одного движка на другой, прогресс шел вперед, выходили другие игры, более технологические, а разработчики за всем этим делом не успевали. Более того, я уже говорил ранее, что за графику отвечали другие люди, и это тоже довольно важный момент, потому что эти же люди отвечали и за геймплей, и за механики. И видение Вавры насчет второй части в корне отличалось от того, что получилось в итоге. И многие сейчас наверняка скажут, ну какая разница, если сюжет говно, то он и будет говном, несмотря на какой-то там геймплей или механики. Сейчас поясню. Но перед этим скажу, вот как до недавнего времени комментировал свой уход сам Вавра. Я дописал сценарий Мафия 2 и ушел. Я утратил контроль над тем, что делаю, и не хотел плясать под чужую дудку. Позже он добавит, я писал сценарий для совершенно другой игры. После того, как Вавра покинул студию, вокруг этого ухода ходило множество слухов о причинах, которые привели к этому событию. И на протяжении всего времени на этот счет он отвечал довольно сдержанно. Но несколько месяцев назад ситуация изменилась. Произошел ряд событий, которые дали ответы и на то, почему Дэниэль покинул 2K Games, и на то, как различные механики и геймплейные особенности могут влиять на восприятие сюжета. Сейчас будет немного сложно, потому что нужно восстановить последовательность этих событий. Итак, в Твиттере Вавра часто задавали вопросы о том, почему он ушел из компании. И одному из комментаторов он ответил. Завершение разработки Мафия 2 проходило под управлением Ярика Коллера. В тот момент я работал уже над следующей игрой. Я ушел из-за принятых им решений. Меня никто не увольнял. Лучше его спроси, зачем он это сделал. Я не знаю. Коллер на тот момент являлся главным продюсером Мафия 2. И на удивление ответ от него все-таки поступил. Прям под этим же комментарием. Я подтверждаю, что Дэн ушел из-за меня и моего руководителя, потому что ему надоело постоянно менять дизайн и сюжет на основе обратных связей и пожеланий большой группы умных менеджеров и режиссеров. Я думаю, он принял правильное решение, и если бы в тот момент я знал, чем все закончится, я бы тоже ушел. То есть Коллер сам признал свою вину, и это дало Вавре карт-бланш на полноценный ответ по поводу своего ухода. И он не заставил себя долго ждать. В Фейсбуке Дэниэль Вавра опубликовал пост, к которому приложил выше опубликованную переписку. И вот самое главное из того поста. Довольно трудно и неудобно с ледяным спокойствием на протяжении 11 лет слушать различные слухи, сплетни и клевету. Как тебя откуда-то уволили. Якобы из-за твоих мегаломанских планов.
и молчать, потому что ты следуешь соглашению и контракту и остаешься верен своим коллегам, которые все еще работают в компании. Итак, вот что вы получили от парня, который якобы меня уволил. Меня уволил, естественно, в кавычках. То есть в этом моменте Вавра сослался на комментарий Коллора. А далее он подробнее рассказывает о уходе. Я ушел сам. Игра, конечно, не откладывалась из-за моих маниакальных планов, поскольку на протяжении практически всей разработки я работал над другими проектами. Более того, если я что-то и могу сказать, так это то, что я с самого начала настаивал на том, чтобы для второй части использовали оригинальный движок от Mafia 1 и делали игру только для ПК и как можно скорее. И теперь мы точно знаем, почему Вавра покинул 2K Games и почему игра получилась совсем другой. Потому что сюжет постоянно подгонялся под механики и переписывался под геймплейные особенности. И делалось это все по требованию эффективных менеджеров. Вавра ушел из студии в 2009 году, за год до выхода второй части «Мафия». И к моменту релиза игру порезали, перерезали и получилось то, что получилось. Перед уходом он также успел написать сценарий для третьей части, но издателю этот вариант не понравился, и его выбросили в мусорку. Какой бы могла стать «Мафия 3» от Даниэля Вавры, мы, к сожалению, уже никогда не узнаем. Но зато мы точно знаем, каким стал сюжет от «Ангар 13». И тут, я думаю, пояснять ничего не нужно. Ну и для полноты картины про ремейк. Многие надеялись, что Вавра будет участвовать в разработке ремейка, но в твиттере сам Дэниэль опубликовал пост с комментариями по этому поводу. Раз уж все спрашивают меня об этом весь день, отвечу. Я не работал над ней, я не ожидаю многого от нее, никто мне не говорил о ней, я ничего не знаю о ней. Никто мне ничего не платил. Моя причастность к ней нулевая. Я всего лишь написал сценарий и срежиссировал оригинал. И тут можно с однозначностью сказать, что Дэниэль Вавра для создания ремейка приглашен не был. И также лично я в его словах увидел одновременно и гордость, и затаившуюся обиду. Я всего лишь написал сценарий и срежиссировал оригинал. И в подтверждение моих слов есть в том же посте, о котором я говорил чуть ранее, потому что помимо комментариев о своем уходе, он также более подробно рассказал и о своем отношении к Mafia Definitive Edition. Что касается ремейка своей первой Мафии, то визуально он выглядит очень неплохо, но поскольку этот ремейк не повторяет игру один в один, я воздержусь от оценки до тех пор, пока он не выйдет. Стал бы я переписывать что-то в каноне первой части, если бы делал ремейк? Обязательно, это было первое, что я написал. Однако все, кто меня хорошо знает, знают, что я не люблю ремейки, перезагрузки и перезапуски, особенно если это делает кто-то другой, а не авторы оригинала. Потому что обычно в итоге все получается хуже, чем оригинал. Это также относится к музыке, виниловым ремастерам и другим вещам. Мне это не нравится. И моя собственная работа, конечно, не является исключением, поэтому мое отношение пока остается сдержанным. Если бы я и должен был сделать какой-то ремейк, то его, безусловно, заслужила бы Mafia 2, потому что там есть много вещей, которые заслуживают завершения и должны выглядеть так, как это было запланировано. И я сожалею о потраченном потенциале, и я определенно хотел бы помочь с реализацией первоначального замысла, потому что игра этого заслуживает. Когда спустя время я вновь увидел маленького мальчика из интро под фантастическую музыку Матуса Сирокки, я чуть не расплакался. Очень жаль, что за этим следует первое задание, сказал Вавра про Мафию 2. Вот так вот. Я перевел не все и не дословно, но основная мысль ясна. Однако на днях он немного поменял свое мнение насчет ремейка и раскритиковал появление взрывающихся красных бочек, систему укрытий и увеличенное количество врагов в перестрелках. И также остался недоволен внешностью Поли. Он сравнил его со Шреком, Халком и лягушкой. Впрочем, вскоре Вавра понял, что погорячился, удалил свои сообщения и признал, что некорректно повел себя по отношению к бывшим коллегам и не хотел оскорблять актера. В общем, из всего этого ясно одно. Как я и говорил ранее, видно, что Вавра все-таки затаил обиду. И это не мудрено. Неприятно, когда делают ремейк твоей игры, мало того, что не пригласив тебя, так еще и банально не спросив разрешения. Я понимаю, что права на игру принадлежат не ему, но могли хотя бы проявить уважение.
После ухода из Tokyo Games Вавра начал искать новое место работы. И не придумал ничего лучше, чем нанять самого себя. И начать создавать те игры, которые он сам хочет и как хочет. Вообще, идея основания собственной студии, как и создания подобной игры, у Вавры появилась очень давно. Как говорил сам Дэниэль, эта мечта к нему пришла еще около 20 лет назад. То есть еще до создания первой мафии. И Kingdom Come Deliverance тоже не такая молодая игра, как думают многие. Идея создать RPG в сеттинге средневековья пришла Вавре еще в школе. Собственно говоря, он даже создал билд, который более-менее работал. Сделал он его на Didactic Gamma. Помните, я говорил о нем в самом начале? Там, конечно, было далеко не Kingdom Come, игра была про гномов в пещере, но все-таки нужно понимать, насколько давно это было. Игры были далеко не такими, как сейчас, да и у Вавры никакого опыта тогда еще не было. Однако спустя 20 лет он таки достиг своей цели и основал Warhorse Studios. Деньги на игру начали собирать на Kickstarter. Нужную сумму соберут даже больше. Однако помимо создания игры нужно было еще и содержать студию, платить зарплаты. И стало понятно, что вся эта затея находится на грани краха. И в тот момент на помощь приходит чешский предприниматель Зdenek Бакала. Один из богатейших людей в Чехии. Вообще тут довольно интересная история. Дэниэль Вавра и Мартин Клима, он является сооснователем Warhorse Studios, через общих знакомых вышли на владельцев сети Gamescape, который занимается продажей игр. И Зdenek являлся одним из инвесторов этой сети. Вавра в PowerPoint подготовил презентацию, расписал графики и попросил этих самых владельцев показать презентацию Зdenek'у. Однако те сократили презентацию до формата А4, удалили все графики, но, как ни странно, Zdenek все-таки решил помочь Дэниелю и Мартину. И в этой истории есть очень важная мысль. Жена Зdenek'а, Микаэла Бакала, когда ей задали вопрос, почему они вложились в студию, ответила: «Мы знали, что это долгосрочный проект с рядом рисков. Наши инвестиции в развитие Kingdom Come основывались на твердой уверенности в том, что команда сможет создать игру, способную успешно конкурировать на мировом рынке. Никто из нас не является игроком видеоигры, но мы с интересом наблюдали за многолетней работой команды. Мы многому научились и просто поддались их творческому энтузиазму. Они просто поверили в Вавру и его команду. Издатели, вам бы поучиться». Но вернемся к самой игре. И при создании Kingdom Come Deliverance Вавра остался себе верен и огромное внимание уделил реализму и различным мелочам. И с мафией в этом плане было гораздо проще. Мир Lost Heaven вымышленный, да и весь основной упор делался на историю. Но в Kingdom Come Вавра пошел еще дальше. Ему было недостаточно просто написать сюжет и создать локацию, в которой бы этот сюжет развивался. Его целью стало создание еще и исторически достоверной игры. И в погоне за этой исторической точностью были изучены не только книги, но и городские архивы, судебные записи и даже торговые отчеты средневековья. Разработчики консультировались с историками, профессорами и так далее. Вавра гулял по различным замкам Чехии и в принципе очень серьезно начал изучать ту эпоху, в которой разворачивались события игры. Если вы думаете, что это все, то хрен там. Warhorse Studios приобрели у спутниковой компании карты высот, на основе которых и создавался мир игры. Левел-дизайнеры создавали помещения, изучая их сохранившиеся фундаменты. Стены в одном из городов игры, кажется, он называется Ротае, появились после того, как Вавра побеседовал с городским историком и узнал про сохранившиеся на тех местах камни. Да этот мужик просто псих, Кодзима нервно курит в сторонке. Но сейчас я вам еще накину. Имена персонажей получали в честь реальных людей, живших в тех местах. Любая фамилия, которая упоминалась в исторических записях, была использована при создании NPC. В общем, если я сейчас буду перечислять все, то и целого стрима не хватит. Но, как я говорил ранее, сегодняшнее видео не столько об играх Вавры, сколько о самом Вавре. Давайте так, если вы хотите узнать все интересные моменты из разработки Kingdom Come Deliverance и узнать полную ее историю, то обязательно пишите в комментариях, и если большинству эта тема окажется интересной, то я сделаю отдельное видео. Однако расскажу буквально пару забавных моментов. Дэниэль Вавра успел увековечить себя в собственном же творении. Он сыграл пана Гануша, однако тщеславие здесь ни при чем. Это вышло случайно. Изначально на эту роль был приглашен Брайан Блэссид. Однако персонаж должен был выглядеть моложе, как молодой Брайан Блэссид. Брайана перевели на другую роль, а времени, чтобы искать кого-то нового, практически не оставалось. И Вавра решил, что пусть это лучше будет он, чем еще раз кого-то искать. Однако стоит отметить, что голос в игре принадлежит не Вавре. Озвучил Гануша другой человек, да и сам Дэниэль позже сказал, что такое амплуа ему не очень нравится. В
Второй момент связан с коллекционным изданием Kingdom Come Deliverance. К нему студия прилагала мечи. Всего было сделано 300 штук, и большая часть была продана еще до релиза. Остались только самые дорогие. Некоторые мечи были с ручной гравировкой. Вавра даже привлек людей, знакомых по школе прикладного искусства, для качественного результата. Все мечи закалены и являются боевыми. Более того, выковал их настоящий кузнец, а не какой-то там робот. Также в коллекционную версию вошел еще и деревянный ящик. Как сказал Вавра, честно говоря, это был логический кошмар. Мы разрабатывали игру, а в итоге выпустили закаленные мечи. Также были приложены еще много других вещей, вроде металлических статуэток. И, кстати, все, кто жаловался, что игра оборвалась на самом интересном, Дэниэль Вавра заявил, что это не случайность, так что ждем продолжения. После выхода Kingdom Come стала довольно успешной игрой, и Вавра попал на обложку чешского издания Forbes со скромной надписью «King». А в 2019 году Warhorse была куплена студией Koch Media, это Deep Silver, если что, которая в свою очередь принадлежит огромной компании Embracer Group, ранее известной как THQ Nordic. И давайте я вам расскажу еще один интересный факт. Все, кто играл в Kingdom Come Deliverance, знают, насколько специфическая боевая система в игре. При ее создании студия Warhorse консультировалась с профессиональными фехтовальщиками и изучала поединки Battle of the Nations. Это турниры, проходящие по средневековым правилам. Так вот, однажды Вавра решил сам принять участие в таком турнире. Для начала он решил взять пару небольших уроков, ему выдали броню, показали несколько ударов, и он отправился в бой. Поначалу все было весело, Дэниэль подумал, это будет забавно, но тут ему выдали другие доспехи, которые были меньше по размеру. На немаленького Вавру они едва налезли. Далее цитирую. «Спустя несколько минут, когда я весь вспотел и запыхался, трудно было даже вздохнуть. Противник повалил меня на землю, а я уже не могу дышать и говорю: "О, черт, слезь с меня!" Он слез, но снять броню непросто. Потребовалось 5 минут, чтобы освободить тело. И только потом я, наконец, вздохнул свободно. Совсем немного, но у меня разыгралась клаустрофобия. После этого я несколько дней вспоминал случившееся с содроганием и думал: фух, больше никогда». Его историю в игровой индустрии мы разобрали. И, конечно же, в рамках данного видео стоит немного рассказать и о самом Вавре. Местом его проживания, как мы помним, является Чехия. И в этой стране легализовано оружие. В том плане, что таскать с собой ствол можно практически везде. Но при этом получить саму лицензию гораздо сложнее, чем в большинстве других стран. Поэтому даже при этом Чехия считается относительно безопасной страной. Так вот, Вавра довольно плотно сидит на данном увлечении. Началось все еще в 1998 году. Как раз в момент создания первой мафии. Команда решила, так сказать, сама побыть в шкуре гангстеров и пострелять друг в друга. И как раз в то время в Чехии начал развиваться пейнтбол. И именно с пейнтбола все и началось. Через несколько лет он купил собственное снаряжение и познакомился с людьми, которые служили, воевали, и Вавра начал тренироваться с ними. Понимаете уровень подготовки, да? Также ранее я говорил о художественном образовании Дэниэля Вавры и его увлечении искусством. Так вот, он по сей день уделяет этому много свободного времени. Даже логотип Kingdom Come нарисован самим Ваврой, как и логотип студии. Более того, он лично разработал концепт меню и концепт обложки все той же Kingdom Come. Помимо этого, Вавра написал очень много статей для одного популярного в Чехии журнала Level, знает польский язык и знаком с кузнечным ремеслом. Опять же, сам Вавра скажет лучше меня. Я тоже немного занимался кузнечным делом, но основной профиль — это гравировка. Я изучал рисование, украшения, лепку и гравировку, так что мог бы сделать монеты или медали. Поскольку мы работали с металлом, у нас было несколько лекций по кузнечному делу. Также очень любит трилогию Сапковского о Ведьмаке. Опять же, что говорит сам Вавра. Это, возможно, лучшая книга о том временном периоде, про которую мы рассказываем. Да, это фэнтези, но тот исторический бэкграунд, который стоит за проделанной работой, он поражает. Скажу больше, это моя любимая книга, но при этом главный герой мне не нравится, он идиот. Мне нравится вселенная и персонажи, мне нравится как бы находиться в их обществе, но при этом абсолютно не важна история. Это такой перк у Сапковского. И, конечно же, стоит отметить важную черту характера Дэниэля Вавры, он является ярым критиком цензуры. Я вырос во времена коммунизма, когда комиксы были запрещены как капиталистическая пропаганда. Западные фильмы подвергались цензуре, любая книга, которая могла бы противоречить социалистической идеологии,
идеологии была запрещена. И вы попадали в тюрьму за то, что сказали то, что думаете. Поэтому у меня аллергия на любую цензуру во время любой идеологии. Дорога в ад вымощена благими намерениями. Я хотел бы дать всем идеологам совет. Если вы хотите, чтобы что-то было сделано, сделайте это сами. Все будут счастливы. И также Вавра никогда не идет на поводу у общества. На этой почве даже было несколько скандалов, и разработчика успели обвинить в сексизме, расизме, но он остался непоколебимым. Это тоже важная часть метода Вавры, и наконец-то мы добрались до этой темы. И давайте поговорим об этом поподробнее. Вообще название темы звучит как название фильма, поэтому предлагаю ввести новое понятие. В актерском искусстве есть метод Станиславского, а у нас в игровой среде будет метод Вавры. Но шутки в сторону. Обычно в таких видео я в конце озвучиваю свое мнение, но в этот раз я этого делать не буду. Я хочу, чтобы каждый сформировал его сам для себя, на основе всего сегодняшнего повествования. Вообще, если сказать коротко, то Вавра — это человек, имеющий свое видение того, как должна выглядеть игра. Но от большинства разработчиков он отличается тем, что не придает свои принципы. А теперь давайте поподробнее и на конкретных примерах. И для этого вернемся к истории создания Mafia и Mafia 2. Mafia: The City of Lost Haven. После успеха первой части у Вавры часто спрашивали, как им это удалось. И он объяснял, что большинство разработчиков прикладывают колоссальные усилия, чтобы создать детализированный мир, но наполняют его клишированными историями, скучными персонажами и однотипными заданиями. Для Illusion Softworks гораздо важнее было, чтобы игрок почувствовал всю жестокость криминального мира, частью которого становился главный герой. Но при этом игра не должна была превратиться в бойню или тир, поэтому огромное внимание уделяли связанности происходящего. Например, если в локацию прибывало подкрепление врагов, то авторы делали так, чтобы игрок понимал, откуда они взялись или кто и как их вызвал. Впрочем, опять же, сам Вавра явно скажет лучше меня. Мне кажется, что многие игры о преступниках говорят совсем не о том. Они пытаются быть совершенной песочницей с полным набором возможностей. Но в них нет души, смысла и цели. Разработчики тратят сумасшедшее количество часов, чтобы создать детализированные миры, но наполняют они их сплошными клише и паршивыми историями, скучными мачо и дешевыми трюками. Мы же хотели, чтобы игроки вкусили той жесткой жизни, которую выбрал главный герой. И в случае с первой частью в этом не было никаких проблем. Разработчики были сами себе хозяевами. Опять же, сам Вавра в одном из своих интервью сказал: «У нас было мало опыта и практически отсутствовало влияние извне. Наш продюсер был на расслабоне, и сейчас он вообще вроде бы владеет пабом и больше не работает в игровой индустрии». Я думаю, что все, кто играл в первую часть, сейчас синхронно покивали головой. Именно это и сделало игру настолько запоминающейся, что даже сейчас, спустя 18 лет после выхода, в нее играет огромное количество людей. Конечно, в первой Мафии немало внимания было уделено и различным мелким деталям, но об этом я расскажу отдельно чуть позже. Теперь Мафия 2. В этом случае хочется рассказать о том, как Даниэль писал сюжет. Однажды у него спросили: когда вы начинали писать историю для Мафия 2, вы уже знали, чем она закончится, или вам пришлось что-либо изменять по ходу написания сценария? И вот что он ответил: чаще я приходил с началом задумки, но я также знал, где будут развиваться события. Затем я дорабатывал мысль, так что создание главной игровой линии сюжета заняло у нас, скажем, 4 недели, и только уже потом мы беремся за написание сценария. Однако большинство людей работают не так, но тем не менее. Они просто начинают писать и не знают, чем все закончится, даже по окончанию нескольких месяцев. Отсюда можно узнать, что даже принцип, по которому Вавра пишет сценарий, отличается от подхода других разработчиков. Кто-то скажет, что именно поэтому сюжет получился так себе, но почему это суждение является ошибочным, я уже объяснил ранее. И наконец-то Kingdom Come Deliverance. Основав свою студию, у Вавры развязались руки. Он смог создать то, что хотел. После выхода Вавра говорил, что самое сложное заключалось в том, чтобы найти инвесторов. Игра слишком отличалась от стандартов индустрии на тот момент. Мало кто верил в нашу философию, в наш подход к геймдизайну. Им казалось, что игра слишком реалистичная и размеренная, в ней мало экшена и боевых сцен. Кому-то казалось, что она слишком запутана, что слишком высок порог вхождения. Это продолжалось даже тогда, когда у нас был готов прототип. Все более-менее работало и выглядело неплохо. В общем, уже была проделана хорошая, на мой взгляд, работа. Было бы у нас более классическое фэнтези-РПГ, деньги найти бы было куда проще. Несмотря на то, что потенциальным инвесторам, которым мы показывали прототип, в принципе игра нравилась, они боялись, что среди широких масс это не окупится. Так что главная сложность была убедить их в обратном.
Но что в итоге? На Кикстартере игра собрала более 1 миллиона фунтов при запросе в 300 тысяч, окупилась игра за 2 дня и продалась тиражом более 1 миллиона копий за первую неделю после релиза. Про Kingdom Come, кстати, Valve рассказал примерно то же самое, что и про первую мафию. Первое, что нужно, это понять, работает ли идея. Если она кому-то не интересна, то и приступать к ней не стоит. Нужно искать новый игровой опыт. Это не обязательно должен быть геймплей. Главное, чтобы был смысл, чтобы игра казалась правдоподобной. К примеру, в нашей игре люди любят слушать диалоги, потому что в них есть смысл. Многие игроки писали мне, что обычно не пропускали диалоги, потому что в них не было смысла, но в нашей игре диалоги их заинтересовали, потому что они осмысленные. Это не просто набор слов перед очередной наградой. Если есть задумка, смысл, то им интересно. В этом и есть мой основной подход. Когда ко мне приходят сотрудники с предложением, а потом он пойдет туда, я спрашиваю, зачем? И обычный ответ: потому что я хочу, чтобы игрок был там, но не потому, что в этом есть смысл. Такие идеи я отвергаю. Теперь поговорим об общих моментах. Первое. Внимание к деталям. Я думаю, тут особо долго распинаться не придется. В Mafia 1 в 2002 году автомобили были поворотники, заканчивался бензин, персонаж реагировал на ранения, гильзы оставались на земле и многое другое. Перечислять все нет смысла, вы сами все прекрасно знаете. В Kingdom Come была реалистичная боевая система, люди реагировали на ваш внешний вид. Если вы, к примеру, разговариваете с персонажем, будучи одетым в окровавленные доспехи, то страх перед вами увеличивался. Нужно было есть, спать, мыться, черт возьми. Да о чем я вообще говорю, вам нужно было учиться читать в прямом смысле. Вы не могли читать книгу, потому что не знали слов. Второе. Руководство. Вавра ушел из 2K Games, потому что ему приходилось плясать под чужую дудку и выполнять требования от издателя, которые расходились с мнением Даниэля. Вавра сам говорил: если у кого-то рождается хорошая идея, тогда я, конечно же, соглашусь. Тем не менее, я в основном люблю, чтобы у меня была своя идея и предпочитаю, чтобы команда работала над ней. И такой подход оправдан, потому что Вавра полноценно работал над 2 играми, и обе эти игры являются выдающимися. Понятное дело, что и там были баги, сеттинги игр зашли не всем, но я сейчас говорю про принцип разработки, про внимание к таким деталям, на которые все остальные бы просто забили, да и, собственно говоря, забивают хрен. Третье. Многие скажут, что Kingdom Come говно, потому что там слабый сюжет. Я скажу так, сюжет там нормальный, и он был создан в рамках формата игры. Вспомните тот же Mount & Blade. Там сюжет как таковой вообще отсутствует. В Kingdom Come Deliverance главное не сюжет, а подход к игре и персонажам. И это, кстати, не мои слова, об этом опять же говорил сам Вавра. Для него всегда на первом месте стоят персонажи, а не сюжет. Более того, эта игра была создана с расчетом на то, что игрок сможет погрузиться в мир средневековья и побывать в шкуре обычного человека. Именно поэтому там огромное внимание было уделено элементам реализма. Четвертое. Дэниэль Вавра никогда не идет на компромиссы и не отличается политкорректностью. Если помните, после выхода The Witcher 3 вокруг игры начались скандалы. Разработчиков обвиняли в расизме из-за отсутствия чернокожих. И Вавра тогда вступился за разработчиков. Да, приключения Геральда разворачиваются в фэнтезийном сеттинге, но создан он был на основе средневековой Восточной Европы. И при изучении исторических документов Вавра нашел всего несколько упоминаний о чернокожих в этом регионе, которые к тому же все были рабами. К слову, Kingdom Come обвиняли в том же, но в случае с этой игрой было все гораздо веселее. Незадолго до выхода игры развернулся скандал, в котором Дэниэля Вавра обвиняли в расизме. Вавра вообще отличается своими неполиткорректными заявлениями в социальных сетях, и таким образом на этой почве он часто становится объектом различных обсуждений среди игровых журналистов. Да и не только игровых. Так вот, во время разработки Kingdom Come большую огласку в сети получил его спор с неким Medieval POC, автор Tumblr блога. Tumblr — это что-то вроде социальной сети. Спор был на тему отсутствия в игре и в реальной богеме 15 века персонажей негроидной расы. Вавра утверждал, что в игре нет чернокожих, потому что в средневековой богеме их не было. Более того, еще одним поводом для критики стали половцы. В игре их изобразили как варваров, которые убивали и насиловали ради удовольствия. И в целом в игре все выглядело так, что якобы все чешское хорошее, а иностранное плохое. Это, естественно, не мои слова, и я так не считаю. Ряд американских и западноевропейских изданий посчитали позицию Вавры российской и неприемлемой. Некоторые
некоторые издания, к примеру сайт heavy.com, упрекали Вавру в сознательном троллинге ради рекламы игры, а медиакомпания Vice Media вообще отказалась освещать выход игры в связи с предполагаемым расизмом разработчиков. Это еще не все. Даже сайт Kotaku заявил, что игра стала успешной в том числе и потому, что пользовалась популярностью у ультраправых игроков, которые якобы покупали игру из-за того, что видели в ней оскорбления для своих идеологических противников. Но это тоже еще не все. Приготовьте, сейчас вообще отвал башки будет. На игровом форуме Reset Era перед выходом игры открылось новое обсуждение, посвященное Kingdom Come Deliverance. И для этого обсуждения модераторы сайта сделали специальное дополнение к правилам. Пользователям форума было запрещено поддерживать взгляды и позицию Дэниеля Вавры, потому что это будет приравнено к расизму. Ну, то есть сразу записали Дэниеля в расисты. Цитирую: «Взгляды Вавры на множество вопросов оскорбительные и расистские. Поддержка его позиции будет приравниваться к любой другой защите расизма. Не пытайтесь обойти эти правила». Модерация Reset Era. Жесть, короче. Было еще множество откровенно грязных обвинений от различных журналистов, но это уже я решил опустить. Однако справедливости ради стоит сказать, что были и те, кто стал на защиту Вавры. К примеру, обозреватель одной газеты написал, что любой европеец, отвечая на вопросы о чернокожих в средневековой Богемии, сказал бы, что их там было очень мало или вообще не было, и что звучащие из океана упреки выглядят по меньшей мере странно. Поэтому Вавра отметил, что вы можете изучить все документы, поговорить с десятком историков, но в итоге все равно будете неправы. Просто потому, что какой-то парень из бара в Сан-Франциско сказал иначе. И, наконец-то, пятое. И, наверное, самое важное. В интервью журналу Forbes Вавра сказал: «Я стар, и я хотел бы успеть сделать как можно больше. Для меня важно творить. Мне нравятся деньги, но в данном случае они для меня второстепенны». Ну что, друзья, вот мы и подходим к концу. И, в общем-то, вы сколько угодно можете называть гением Кодзиму, но, на мой взгляд, настоящий гений как раз-таки Дэниэль Вавра. Я обещал не высказывать свое мнение, но я скажу буквально одно предложение. Современный мир довольно странная штука. Люди готовы кому угодно приписать звание гения, если тот создает что-то всем непонятное. Непонятность и странность нынче считается гениальностью. Но я, изучая все интервью и статьи про Вавру, понял, что гениальность — это когда ты делаешь из чего-то необычного что-то особенное, что-то выдающееся. Из обычной игры в открытом мире сагу о гангстерах, а из средневекового РПГ симулятор жизни сына кузнеца. Хотя это лишь мое мнение, и может это просто я чего-то не понимаю. На протяжении всего выпуска я вставлял цитаты и слова Дэниэля Вавры, и пусть тогда его же слова и закончат это видео. Они как нельзя точно передают мою мысль. Игра должна предоставлять уникальный опыт. В западном геймдеве многие делают упор на голые игровые механики. Кто-то придумывает что-то новое, и все бросаются за ним повторять, думая, что вот это ядро игры. Именно то, что заставляет весь мир в это играть. Но это не про меня. Я считаю, что игра в первую очередь должна давать тебе экспириенс. Возможность пережить эмоции и ситуации, с которыми в жизни ты столкнуться не сможешь. И это применимо ко всем проектам, над которыми я когда-либо работал. Мы не занимаемся копированием механик или самоповторами. Мы сначала придумываем классную историю, а уже потом начинаем наполнять ее геймплеем. И именно поэтому часто приходится выдумывать новые приемы, искать уникальные механики, а не наоборот, подстраивать под них сюжет. Можно сказать, что мое главное правило — нет никаких правил. Я просто хочу рассказать игроку интересную историю, дать почувствовать что-то новое, и делаю для этого все необходимое. Мы считаем, что именно геймдизайн, далекий от мейнстрима, дарит хоть и не идеальные, но всегда самые запоминающиеся игры.